Начнем понемногу. Здравствуйте, рад всех видеть. 4-я лекция курса по младшим арканам. Сегодня поговорим с вами о четверках всех мастей карт Таро, о четверке пентаклей или динариев, как ее называют еще, четверка жезлов, четверка мечей и четверка кубков или чаш. Жезлы еще иногда называют посохами. Но это, в принципе, несущественное различие, скажем так, разных школ Таро. Особого влияния названия не имеют, разве что вам так удобнее и привычнее. Мне вот удобнее и привычнее, так как я сказал. Пентакли, жезлы, мечи и кубки. Вот. Мы говорили с вами уже на предыдущих лекциях о тройках, двойках, о тузах. В тузах вообще получилось. С тузами там интересная история. Получилась длинная лекция, достаточно длинная. Почему? Потому что тузы, да, в общем и целом стихия. Да? И по стихии, по каждой из стихий можно сказать очень много. Я уже не стал там прям так подробно останавливаться. Но на 2,5 часа 4 стихии разобрал немного. Надеюсь, вам будет полезно. Ссылочка есть на это видео в описании этой трансляции. Ну и, соответственно, сделаю где-то потом, попозже ссылочку вот на весь плейлист с младшими арканами. Сразу должен попросить прощения, если запись будет прерываться рекламой. Я стараюсь делать это нечасто, исключительно ради того, чтобы YouTube лучше продвигал видео. На рекламе я не зарабатываю, поэтому, в принципе, мог бы ее удалить, но с рекламой видео лучше продвигается, поэтому я прошу вас потерпеть. Рекламу я оставлю такую, которую можно промотать, да, там 6 секунд и смотрите дальше. К сожалению, это вот необходимость. Сам я, конечно, рекламу не люблю, я думаю, что вы понимаете, что я бы избавился от нее. Ну, что есть, то есть. Хорошо. В общем, нужно, значит нужно. По крайней мере, паузы там такие 10-20 минут я стараюсь между этими рекламами давать, чтобы смотреть было комфортно. Хорошо. Для тех, кто впервые смотрит, меня зовут пан Роман, я живу во Вроцлаве, это Польша. Преподаю карты Таро, опыт работы, непосредственной работы с клиентами 10 лет, интересуюсь картами там, наверное, лет 25, а то и больше. Вот. Но работать начал 10 лет назад, и за эти 10 лет накопил опыт, и сейчас наконец-то меня ученики. Я проводил сначала индивидуальное обучение 1 на 1, оно, конечно, более результативное. Но уговорили меня начать групповые лекции, потому как много желающих изучать карты Таро, и приходится как-то подстраиваться. 2 группы веду, утренняя, вечерняя, понедельник, среда, пятница. Осенний поток вот у нас в разгаре, зимний поток стартует в декабре-январе. Если есть интерес, пишите, контакты есть в описании видео, пишите в WhatsApp, либо в Telegram. Подписывайтесь на канал в Телеграме, там я, скажем так, оповещаю о том, что у меня вышел эфир, и выкладываю кое-какие интересные картинки, которые у меня связаны с ощущением от карт Таро. Там скорее вот в канале на Телеграме, в группе в Телеграме, да, там больше всего таких картинок интересных. В последнее время мне это стало интересно делиться этими картинками. Также есть группа ВКонтакте, но там я бываю редко, но тем не менее, мало ли что, да, мало ли как у нас там с Ютубом, с русскоязычной аудиторией. Если вдруг, не дай бог, Ютуб запретят, то придется перебираться, ну, я не знаю, наверное, ВКонтакте, там самое удобное размещение видео. Но я надеюсь, до этого не дойдет, и мы с вами останемся в Ютубе. Собственно, давайте уже к лекции, да, давайте к лекции. Так, кто у нас, что у нас? Сейчас я выведу чатик, чтобы мне там было видно. Здравствуйте всем, еще раз всем здравствуйте. Не стесняйтесь писать в чате, не стесняйтесь комментировать, задавать вопросы. Если вы попали на прямой эфир, я постараюсь ответить на ваш вопрос касаемо карт. Если это будет прям в тему к сегодняшней лекции, напомню, что лекция у нас сегодня по четверкам, то отвечу сразу, постараюсь ответить сразу. Но, в принципе, если вы смотрите видео, тоже пишите, постараюсь ответить, либо, может быть, кто-то из подписчиков ответит на ваш вопрос. И ваши комментарии, и особенно ваши лайки, покажут YouTube, что у меня интересное наполнение канала, интересное содержание, я рассказываю нужные вещи, тогда YouTube начнет продвигать мои видео чуть активнее, и я за это вам буду очень благодарен.
общем, ваш лайк и ваш комментарий — это такая нешуточная поддержка каналу, поэтому я буду очень рад такой поддержки с вашей стороны. Ну что ж, начнем. Да. И если нужна консультация Таро, тоже, пожалуйста, обращайтесь. Сейчас времени у меня не очень много из-за моих лекций, но тем не менее, если нужна человеку консультация, я всегда рад помочь. Контакты, опять же, в описании видео. WhatsApp или Telegram, пишите, куда вам удобнее. Четверки, да? Все, не будем дальше затягивать. Четверки. Какая группа в Telegram? Название. Есть ссылочка в описании видео. Группа в Telegram называется Пан Роман Таро. Все просто, в принципе, так же, как и канал на YouTube. Что тут придумывать? Да. Хорошо, давайте вспомним, что у нас по предыдущей лекции, по тройкам. Мы с вами, во-первых, выяснили, что из тузов, которые ответственны в целом за стихию масти, скажем так, да, разделение на 4 стихии. Напомню, это земля, огонь, жезлы, мечи — это воздух, ну и, соответственно, кубки — это вода. Если в первой карте, если в тузах у нас идет в целом обозначение стихии, тузы включают в себя достаточно широкий набор практических значений, то двойки — это уже разделение этой идеи. Например, в двойках пентаклей мы понимаем двойственность форм и понимаем, что мало ли что есть у нас в наличии. Возможно, нам понадобится что-то другое. И пытаемся найти какие-то способы приспособиться к меняющемуся миру, к меняющейся ситуации, изменить себя, изменить, возможно, свою продукцию. Да, если вы производите какую-то продукцию, если у вас есть какие-то деньги, нужно конвертировать. Если у вас есть, допустим, недвижимость, вот, то как ее перевести из жилого фонда в нежилой фонд, либо как продать, вот это все идет по двойке пентаклей. Физическое тело, изменение физического тела, разница физических тел, мужское и женское, тоже все идет по двойке пентаклей. По тройке пентаклей у нас идет понимание того, что как-то разные миры, да, взаимодействуя между собой, производят что-то третье. Если мужчина и женщина производят какие-то физические действия, у них возможен какой-то физический результат. Это раз. Второе. Если группа людей занимается какой-то работой, производственной, допустим, да, то по тройке пентаклей очень важно разделять эту работу, заниматься своей работой, однако вы должны понимать, что все это направлено на производство единого, скажем так, товара по работе, единого результата, поэтому очень важно разделить это по сферам ответственности. Да, вот моя сфера ответственности, я занимаюсь этим, я кладу камни. Вот моя сфера ответственности, я занимаюсь там чертежами. А вот моя сфера ответственности, я заказываю и оплачиваю всю эту работу, понимая, зачем мне все это нужно. Таким образом, 3 человека строят храм. Это вот то, что у нас показано на карте Таро тройка пентаклей. То есть разная работа сливается воедино и получается какой-то единый продукт, взаимодействие. Более того, тут очень важна иерархия по этой карте, потому как какая-то из отраслей ответственности, несомненно, важнее, чем другие. Ну, опять же, в пентаклях это, допустим, конечный результат. По четверке пентаклей мы поговорим чуть-чуть позже. Сейчас я напомню вам, очень просили вот такое вступление делать в каждой лекции. Я стараюсь сделать это коротенько, просто чтобы напомнить содержание предыдущих лекций. Если вам интересно, можете, конечно, их посмотреть, если вы еще не смотрели. Но если уже смотрели, то такое вот вступление полезно. Масть тузов огня, стихия огня. Во-первых, это желание в общем и целом. Это потенция, да, это те возможности, которые у вас есть, но которые еще не реализованы и, соответственно, пробуждают у вас желание к реализации, собственно, этой потенции. Двойка жезлов говорит нам о том, что какое-то из желаний у нас закреплено, есть, уже имеется в наличии, и какое-то желание у нас отлично от того, чего мы хотели раньше. Важно понять, чего мы хотели раньше, понять, чего мы хотим в будущем и сообразить, какой способ действия для нас важнее. Остаться дома, либо отправиться в путешествие. Если мы уже хотим отправиться в путешествие, то для нас, опять же, важно выбрать,
между какими точками мы хотим, собственно, провести свой маршрут. Это тоже очень важно. В общем, по двойке жезлов важно определиться со своим желанием. Не только понять, ощутить его по тузу, но и по двойке отделить, скажем так, зерна от плевел. Правильное желание от нежелательных. Спланировать свое дальнейшее путешествие, свое действие. Так, секундочку. Сейчас мы вот этих товарищей удалим. Угу. Так. Окей, хорошо. Ну что, поехали дальше. По тройке жезлов у нас идет ощущение тройственности этих самых желаний. Да? С одной стороны мы понимаем свое желание, с другой стороны мы понимаем желание другой стороны. Можете вы выступать в этом желании, можете выступать в желании, может это желание выступать со стороны, допустим, другой стороны, покупателя, да, либо заказчика, либо клиента, либо начальника вашего, либо подчиненного. По тройке жезлов очень важно свести эти желания в одно, вот, и каким-то образом договориться. То есть в тройке жезлов мы с вами видим процесс торговли, умение уладить потребности, желания обеих сторон. Свести все к одному желанию. Как в тройке пентаклей у нас было умение свести работу какую-то, какой-то практический опыт к конечному результату. Да? Так и по тройке жезлов мы два желания разных сторон сводим к единому консенсусу, скажем так. Хорошо. По мечам. Туз мечей. Это логика, разум, работа с информацией, какие-то силовые воздействия на окружающую среду, на окружающий мир. В общем и целом, скажем так. Можно сказать, что это, знаете, как в этом L, логика. Да? Вот туз мечей есть вот те самые логичные силовые действия. Двойка мечей это, во-первых, сомнения. Почему сомнения? Потому что человек понимает, что вот есть одна точка зрения, один способ действия, есть другая точка зрения, другой способ действия. Одна информация, которая ведет вас по одному пути, и другая информация, которая мало того, что предлагает вам альтернативу, так еще и вводит вас в сомнения, а правильный ли путь выбрали вы в первом варианте. Это вот те подводные камни, которые можно обойти. И это та мысль о будущем, под которую вы подводите, скажем так, свои, как это сказать, свои планы на дальнейшее будущее. Поэтому двойка мечей – это выбор способа действия. По желаниям у нас есть определение своего желания. Что бы мы хотели сделать? По двойке мечей мы уже понимаем, как это нужно делать. Какой способ действия, продуманный, логичный, позволит нам добиться своей цели. По тройке мечей мы понимаем, что вторая точка зрения, мнение другого человека, информация, которая поступает от другого человека, либо ваша двойственность мыслей, опять же, сводится к какому-то результату, сводится к какому-то итогу, к какому-то логичному выводу. Уэйт нарисовал эту карту достаточно, скажем так, эмоционально. В первую очередь потому, что мечи в картах Таро это скорее негативная стихия. Хотя мы с вами знаем, что негативных стихий нет, но тем не менее большинство раскладов по картам Таро делаются по отношениям между двумя людьми. А мечи способствуют логичному пониманию, но, скажем так, не способствуют просто восприятию другого человека. Просто в восприятию и согласию у нас способствует вода. Масть кубков. Вот мечи скорее способствуют разумному отстранению от проблемы, отойти на шаг, обдумать, осмотреть, потом уже предпринять какие-то активные действия. Скажем так, это та логика, которую порой вам не хочется видеть в своей жизни, но которая крайне нужна вам для продвижения вперед. Да? То есть иногда нужно выключить эмоции, включить логику. Часто это разрушает отношения, потому как люди в отношениях склонны доверять друг другу, а не проверять. А вот по тройкам мечей это как раз логичная проверка точки зрения действий другого человека. Порой выводы могут больно ранить, даже если они правдивы. Ну и по
кубкам. Туз кубков — это стихия воды, согласие, любовь, слияние в одно, понимание того, что все у нас происходит из одного источника, все мы братья, некоторые, правда, сестры, вот, но это ничуть не хуже, чем братья, скажем так. То есть такое всеобщее равенство, всеобщая любовь. Двойка кубков говорит о том, что одна и та же эмоция может разделяться на две особы, на двух человек, да, то есть вы испытываете некую эмоцию, и какой-то другой человек испытывает очень похожую, подобную эмоцию, и вы чувствуете, что в принципе ваши эмоции исходят вот из того самого источника, они очень похожи, очень подобны, и вы чувствуете родство душ с этим человеком. Ваша эмоция очень похожа на эмоцию второго человека, хотя это без сомнения разные эмоции, потому как разные люди. По двойке кубков чаще всего происходит общение такое начальное, либо эмоционально насыщенное в общем плане. То есть вот та самая влюбленность, которая возникает, когда люди еще пока не знакомы, особенно друг с другом. Но тем не менее уже чувствуют какое-то взаимное доверие, взаимное приятие, скажем так, эмоционального фона друг дружки. Да? Доверие. По тройке кубков у нас идет взаимодействие этих самых эмоций, и, как правило, оно приводит к усилению эмоционального фона человека. Два кубка сливаются в третьем, и получается у нас, если эмоции положительные, то, соответственно, ваша эмоция растет, ваша эмоция становится еще интереснее, еще приятнее и еще весомее. Если же эти эмоции негативные, да, то ваше плохое настроение со стороны вашего оппонента тоже может быть усилено его негативной реакцией на ваши слова. Соответственно, ваши негативные эмоции могут умножиться с помощью другого человека. Вот это тройка кубков. Да? Усиление эмоций с помощью другой стороны. Слияние как бы в одно. Так-то тройка кубков, конечно, значит радостное событие, на которых вы и ваше хорошее настроение увеличивается и так. То есть вы вот радуетесь Новому году, да, в компании Новый год встречать еще приятнее, потому как вы чувствуете вот эту всеобщую радость, которая наполняет еще и вас. Вот, скажем так, ощущение всеобщего праздника. Хорошо, давайте к четверкам. Напомнил. Более подробно в предыдущих лекциях, пожалуйста. Четверка пентаклей. По четверке пентаклей. Во-первых, что мы с вами видим? Мы с вами видим скупого человека, отчетливо скупого человека, который жадно хватается за денежку. Это если мы добавляем сюда эмоции. Если мы убираем лишние эмоции, то мы с вами получаем что? Мы с вами получаем логичный образ человека, который все свое внимание обращает на деньги, на результат. Опять же, не стоит говорить, что пентакли — это только деньги. Пентакли — это результат. Накопленный, полученный, материальный результат, потому как масть пентаклей — это все-таки материальная жизнь. Стихия Земли. То, что можно взять в руки, пощупать. Некий итог, результат вашей работы, в том числе и какой-то опыт. Что положительный, что отрицательный. Человек на этой карте серьезно, сильно хватается за монетку, не желая ее упускать. Это не значит, что он жадный. Это значит, что он не хочет ее терять. Он хочет ее себе оставить, сохранить. Развитие этой, скажем так, идеи мы с вами будем видеть на следующей карте. Да? Но об этом на следующей лекции. Пока мы посмотрим, что вот это за домики такие, да, у нас видны на заднем плане. И почему именно так. Дело в том, что достаточно характерный городской пейзаж, да, скажем так, городской рельеф, или как это, вот срез города, известен по городу, который называется, если я правильно помню, Сан-Джиминьяно. Что за город такой Сан-Джиминьяно? Итальянский городок в провинции Сиена в Тоскане. Известен он тем, что, скажем так, во-первых, является ареной непрерывной борьбы между семействами. Ой, сложное слово, сложное. И итальянские слова, наверное, я сейчас вряд ли их произнесу. Ардингелли и Сальвуччи. О, получилось, хорошо. Однако не это самое главное. Самое главное то, что образ этого города
однако под именем Монтериано был использован Форстером. Был такой итальянский писатель Форстер. В 1905 году он написал роман под названием «Куда боятся ступить ангелы». Давайте посмотрим, что это за роман такой, да, и почему же вот именно этот образ был использован Уэйтом в наброске для своей карты. А это явно узнаваемый образ. Ну, то есть, если вы внимательно посмотрите, город очень похож. Практически один в один. Но не то, чтобы, скажем так, ну, можно было бы сказать, да что тут такого? В Италии навалом таких городков. Нет, не навалом. Более того, этот город хорошо известен. Это туристическая точка такая. Город сохранился очень хорошо в своем именно средневековом образе. Почему? Потому что в средние века он пришел в упадок. Достаточно быстро пришел в упадок. Жители оттуда уехали. Это был полузаброшенный город, населенный бедными жителями, у которых не было возможности на то, чтобы разбирать эти башни и строить из них новые дома. Они так и жили в старых домах без всяких изменений, без ремонта, скажем так, да? В то же время по всей другой Италии вот эти башни активно разбирались, и сохранилось очень мало. Есть отдельные башни в отдельных итальянских городах, но вот прям в таком в насыщенном варианте их очень-очень мало. Вот именно в Сан-Джиминьяно они сохранились лучше всего. И туда едут посмотреть, скажем так, на прошлое. Вот. На оригинальное прошлое, сохранившееся и не растраченное. Да? Вы уже понимаете, к чему я веду. Более того, сам роман, с которым, несомненно, Уэйт был знаком, потому как английская, скажем так, элита в то время активно участвовала и в поэтической жизни, и в литературной жизни, в высокохудожественной, скажем так, была активно вовлечена в художественную жизнь Англии того времени. И Уэйт без сомнения был знаком с этим романом, который, в принципе, был достаточно известен в то время. Вот. «Куда боятся ступить ангелы» — это исследованная замечательным писателем драма трех очень разных женщин: Лили, Генриетты и мисс Эббот. Сразу скажу, я не читал, я знаю только описание этого романа. Они стали жертвами столкновения разных представлений о жизни, о любви, о долге, холодного мира Британии и страстного мира Италии. О чем этот роман? В общем и целом, это роман о разнице поколений, о прошлом, о настоящем, о будущем, но в большей мере о прошлом. Потому что все развитие романа происходит как раз в этом городке, где витает прямо образ, ощущение прошлого, сохраненного, ну, может быть, бережно, может быть, случайно сохраненного прошлого. Вот этот образ был хорошо известен, хорошо понятен в 1910 году, потому что Англия переживала как раз тогда очень интересные времена. Это переход от поствикторианского такого ощущения к новому миру. Очень серьезно на это дело повлияла, конечно, еще и Первая мировая война, и образ Британии внутри себя, сословия быстро потеряли свою былую значимость, хотя элита до сих пор пыталась сохранить вот те ощущения старых времен, те ощущения правильной Англии, не хотели расставаться вот с этим, скажем так, старым миром. Вот у меня есть ощущение, что Уэйт как раз это передал в своей карте с образом этого Сан-Джиминьяно, да, с городком, как бы принесенным из прошлого. О чем говорит четверка пентаклей в этом случае? Четверка пентаклей в этом случае у нас говорит о том, что человек по этой карте не хочет расставаться со своим прошлым. Человек хочет оставить все так, как есть. Не то, чтобы он не хочет смотреть в будущее, скорее он не хочет растрачивать без толку то, что он имеет. Он хочет воспользоваться этим, сохранить для себя, чтобы осталось в неизменном виде, скажем так. Очень похожее ощущение у вас возникает, да, если, допустим, у вас на банковском счету
нарисовалась какая-то приятная круглая сумма, да, допустим, там 100 тысяч, или, допустим, что еще лучше, 1 миллион, да, вот у вас есть красивая циферка, единичка и сколько там? 6 нулей, да, 6 нулей, да, вроде бы так. Вот. И когда вы начинаете тратить эти деньги, вот у вас возникает 4 пентаклей. Вам хочется сохранить эту сумму неизменной, чтобы она не уменьшалась. Это, конечно, взгляд в прошлое, это шаг назад. Однако, на текущий момент это очень важное решение, которое вам позволит сохранить то, что у вас есть, и, возможно, потом, впоследствии, приумножить. Если, конечно, вы правильно начнете распоряжаться этими деньгами. Правильно распоряжаться этими деньгами мы учимся в 5 пентаклей, но об этом у нас следующая лекция будет. Да? В 4 пентаклей мы учимся правильно сохранять то, что у нас есть, без лишних трат. С пониманием того, что вот есть что-то, что нужно сохранить в неприкосновенности. Это может быть ваша физическая форма. Это может быть сумма на вашем счету. Это может быть вещь, предмет, скажем так, одежды, который вы очень хотите сохранить себе, чтобы носить потом долго-долго, да, какое-нибудь старое бабушкино пальто, которое прекрасно сохранилось и которое как раз сейчас актуально снова входит в моду, потому как сейчас опять винтаж в моде, скажем так. И вы пытаетесь сохранить всеми силами вот этот старый предмет в неизменном виде, чтобы он не портился. Заботитесь о нем, поддерживаете его в рабочем, в постоянном состоянии, скажем так. Вот. В первую очередь это материальное ощущение. В первую очередь вам важна внешняя форма, которая должна оставаться неизменной по 4 пентаклей. Конечно, дома в этом городе внутри могут заполняться любыми новыми предметами обихода. Люди в этих домах меняются, вырастают, стареют, умирают, рождаются, и поколения меняются, но внешняя форма остается неизменной. Вот это главное ощущение по 4 пентаклей. Если же мы рассматриваем в плане работы эту карту, да, это постоянная сумма, которую вы зарабатываете каждый месяц. Допустим, зарплата. Да? По 4 пентаклей вы не хотите, чтобы эта зарплата у вас уменьшалась. Конечно, у вас есть желание увеличить сумму зарплаты, но вы прекрасно понимаете, что для этого вам придется встать вот с этого насиженного, теплого, привычного места и пойти поработать еще больше, чем вы работаете сейчас. То есть пойти на какие-то затраты усилий, времени, действий. Но об этом уже говорит 5. 4 говорит о том, что вот что есть, то есть, за это нужно держаться, как бы не спугнуть, пока все хорошо, вот платят зарплату, и ладненько, и добре, мне хватает зарплаты, я хочу оставить эту зарплату в неизменном виде, чтобы, не дай бог, не уменьшилась. В перевернутом значении та же самая карта может говорить о том, что да, зарплата у вас остается неизменна, но ваше желание сохранить все в неприкосновенности, оставить все так, как есть, $1000 в месяц, как в прошлом месяце, так и в позапрошлом, и год назад, и 2 года назад, и 5 лет назад, рано или поздно, с течением времени, вы начинаете понимать, что одна и та же сумма с течением времени уже не так привлекает, как раньше. Поэтому 4 пентаклей перевернутая, она начинает играть против вас, когда вы понимаете, что форма, которая остается неизменной, начинает отставать от жизни. Если вы сидите на одном месте, вся жизнь уходит вперед. С одной стороны, хочется сохранить ту же самую форму. С другой стороны, жизнь — это то, что активно меняется. То, что не меняется, то умирает. Поэтому важно помнить, что 4 пентаклей правильная. Это правильное сохранение. Но с мыслью о том, что все равно придется идти вперед. В отношениях эта карта говорит о том, что какие-то физические ощущения у вас, допустим, с партнером, да, вы хотели бы сохранить. Когда 2 человека встречаются, и у них, допустим, пентакли — это само собой физическое отношение, самое явное значение, одно из, но самое явное, это, конечно, физические отношения между 2 партнерами. По 3 пентаклей у них получается что-то интересное, какой-то результат, какое-то физическое ощущение приятное, да. По 4 пентаклей возникает желание это повторить, оставить в неизменности. Вот мне понравилось так, давай так же будем делать, потому что это хорошо. 4 пентаклей — это рецепт,
который вы пытались каким-то образом, скажем так, изменить, нашли наконец нужные пропорции по тройке пентаклей, добавили чуть больше соли, чуть-чуть меньше там муки, да? По тройке вы нашли хороший результат, по четверке вы повторяете этот результат снова в тех же пропорциях, чтобы снова, так же как и в прошлый раз, получились там вкусные блины, либо что-то такое, да? В общем, повторяемый, сохраняемый без изменений результат. Есть ощущение определенного ритма. Что значит ритм? Когда вы делаете что-то одинаковое, вы делаете это за ту же самую единицу времени, с теми же самыми усилиями, тратите ту же самую сумму, и у вас получаются одинаковые промежутки времени, потому как одинаковые действия происходят за одинаковые промежутки времени. Возникает ощущение ритма. Наиболее четко это проявляется у человека в, скажем так, если вы знакомы с музыкантами, они очень часто делают так. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот четверка — это ощущение цикличности, повторяемости одних и тех же событий, которые вы хотите сохранить в неизменности. То есть вот этот ритм, он должен оставаться постоянным. Вот вам основное значение четверки пентаклей. Более глубоко практические значения мы разбираем с моими учениками в групповых занятиях. Вот, там мы берем расклады, делаем расклады, рассматриваем эти самые четверки пентаклей и в такой ситуации, в такой, и в ситуации жизненной, и в ситуации рабочей, и по недвижимости, то есть все, и пятое, десятое, все что угодно. Абсолютно разные ситуации могут быть. Там мы уже смотрим более детально, более четко, как эта четверка может раскрываться в конкретных практических значениях. Пока вот общее такое ощущение — это стабильность, повторяемость и стационарность, скажем так. Потому как четверка — это вот то самое ощущение, которое вы приобретаете, когда усаживаетесь на, скажем так, на крепкий стул с 4 ножками. На табуретке трехногой сидеть так, немножко не совсем удобно. Вы чувствуете, что в какую-то сторону это может свалиться, да, если одна из ножек будет менее крепкой. По двойке там вообще постоянное движение, постоянные изменения, перетекание из одной формы в другую, перемещение из одной точки пространства в другую. Чтобы велосипед не упал на бок, да, чтобы он сохранял движение, нужно постоянно двигаться, постоянно крутить педали. По четверке постоянно крутить педали не надо. Вы замираете и спокойно, скажем так, держитесь на 4 опорных точках. Машина, автомобиль на 4 колесах, он никуда не поедет, если стоит на ровной поверхности, если у него отсутствует, скажем так, мотор. Он просто стоит на 4 колесах, да, и это неподвижное, скажем так, имущество. Перевернутая четверка пентаклей в отношениях — это когда все здорово, но однообразно. Когда все однообразно и четверка перевернута, это уже не очень здорово. Это, скажем так, однообразно. Да? Это привычка. Это то, к чему вы привыкаете, понимаете, что это хорошо, но уже само понимание того, что вы к этому привыкли, уже вносит в вас какую-то грусть. Уже как-то, хочется чего-то нового, а тут нового нет. Да? По четверке, может быть, вам и не захочется ничего нового. Перевернутая четверка может выпадать в отношениях, допустим, когда один человек хочет сохранить стабильность отношений, а второму уже хочется чего-то нового. Тогда для этого второго четверка партнера становится перевернутой. Да? То есть мужчина хочет один и тот же самый рецепт. Ты так здорово делаешь, я не знаю, вареники, пельмени, голубцы, неважно, борщ. Сделай мне, пожалуйста, тот же самый борщ, что и на прошлой неделе, и на позапрошлой, и на позапозапрошлой, и позапозапозапозапрошлой, и вообще не надо ничего менять, отличный, великолепный борщ. А вы уже устали от этих борщей, вам хочется чего-то другого, что-то другое хотите предложить. А муж такой: не-не-не-не, не надо ничего менять, тот же самый рецепт, идеальный борщ, все, я ничего не хочу менять. Вот для вас это уже перевернутая четверка, а для него нормальная, прямая, стабильная четверка. Он не хочет терять этот борщ, он за него схватился, за кастрюлю, и убегает в сторону темного угла, чтобы там урча съесть этот борщ. Вот, как-то так. А вам уже хочется новые рецепты попробовать.
Вот, как-то так. Так что не все здорово. Хорошо, что есть стабильность, плохо, что эта стабильность мешает развитию. Вот это перевернутая четверка пентаклей, когда вы чувствуете, что вы либо не можете повторить то, что было раньше, потому как оно уже ушло, либо не хотите, потому что оно сидит и мешает вам развиваться дальше. Хорошо, хорошо. Дальше что мы смотрим? Дальше у нас четверка жезлов. По четверке жезлов у нас происходит очень интересная штука. Во-первых, что за 4 палки, которые торчат в земле и которые увиты какими-то плодами, ягодами, да, то есть какими-то цветами. Но очень многие тарологи говорят, что это праздник середины лета. Ну, возможно, но есть как бы свидетельство того, что это более узнаваемая штука, да, которая в иудаизме называется хупа или хупа. Балдахин, под которым еврейская пара стоит во время церемонии своего бракосочетания, а также сама эта церемония. То есть, ну, грубо говоря, бракосочетание, да? Тут мы что с вами видим? Тут мы с вами видим обещание, которое мужчина дает женщине. Хупа или хупа символизирует будущий дом, который пара построит вместе. То есть мужчина говорит, вот видишь эти 4 угла, вот тут мы заложим с тобой дом. Да, тут я обещаю, что мое желание к тебе будет постоянным до такой меры степени, да, что я даже готов с тобой жить долго, и я готов для нас с тобой построить дом. Вот, не просто встречаться, а прям вот на долгие годы, до конца моей жизни, вот прям даже дом заложить, кирпичный, да, допустим. Вот, то есть такое вот символическое обещание продлить свое желание, сделать его постоянным на всю оставшуюся жизнь. Мы будем жить вместе до самой смерти. В этом доме и помрем. Да? Оптимистичненько. Хорошо. Как это рассматривать с точки зрения развития линейной идеи Таро? Тут жезлов. Желание, потенция. Я что-то хочу. Двойка жезлов. Я хочу одного и хочу другого. С одной стороны, я хочу спокойствия, с другой стороны, как бы хочется суету навести, что-то сделать. Хочется встретиться с какой-то... Ну, давайте я буду говорить с точки зрения мужчины. Хочу встретиться с какой-то женщиной, да? Либо вы выбираете, мужчина выбирает из двух женщин. Вот это спокойная, а это такая вся страстная, горячая. Вот что я хочу больше? Спокойную? Либо какую-то такую, как это, вся такая воздушная, к поцелуям зовущая, да, как у Остапа Бендера, у Ильфа и Петрова. Вот. По тройке жезлов ты понимаешь, что вот твои желания. Вот одно желание, второе нужно слить их воедино, чтобы из этого что-то получилось. То есть желание мужчины и желание женщины сливаются в одно, и они вместе, вдвоем осуществляют это желание общее, достигают консенсуса, договариваются. Я хочу так, а я хочу так. Ну давай, не нашим, не вашим. Сделаем так, чтобы обоим понравилось. Допустим, я хочу мороженого, да, а я хочу шоколада. Что будем делать? Шоколад будем есть или мороженое будем есть? По двойке, конечно, выбираем либо шоколад, либо мороженое. Хочешь не хочешь, выбираешь из двух предложенных опций. По тройке жезлов ты понимаешь, а зачем выбирать, собственно, что-то одно, если ты можешь вот эту двоечку сложить и получить что-то третье, да? Как-то мороженое шоколадное. Там и шоколад, и мороженое. Все отлично. Вот это общее желание сливается в одно, скажем так. Достигается консенсус. По тройке жезлов. Но это скорее ближе к тройке кубков, да? Вот, по тройке жезлов мы скорее даем возможность человеку сторговаться с нами, договориться, вот мое желание, вот твое желание. Давай, консенсус, общее какое-то желание. По четверке жезлов мы это желание хотим повторить, потому что нам понравилось. Тройка жезлов. Мужчина хочет секса, женщина хочет любви, скажем так. Каждый хочет немножко разного. Правильная тройка жезлов – это когда мужчина хочет секса по любви, а женщина хочет любви, выраженной в сексе. То есть вот когда эти желания сливаются, они не то чтобы, ну как это, каждый чем-то жертвует. Каждый жертвует немного уверенностью в своем будущем, позволяя партнеру провести свое желание, слить с тобой вместе.
по четверке жезлов, вот то, что у вас получилось, вы пытаетесь повторить еще раз. Тебе настолько, ну, как мужчине нравится эта женщина, что ты снова хочешь с ней что-то иметь общее. Потом еще раз и еще раз. Когда это желание становится постоянным, ты начинаешь строить дом, чтобы далеко не ходить. Да, вот мы вместе живем и постоянно осуществляем это самое желание. То же самое у женщины. Если нравится мужчина, хочется с ним встретиться, потом еще раз, потом думаешь, а почему не выйти замуж? Чего там ездить по разным домам, можно совместить все это вместе, да, и повторить на следующий день, и на следующий год, на будущий год, на послезавтра и так далее, далее, далее. То есть сделать свое желание постоянным, вкопать эти жезлы намертво в углы дома, на котором, ну, скажем так, фундамент отношений. Вот эта четверка, это шесты, которые расставляются по углам будущего дома, да, чтобы начать строить фундамент. Перевернутая четверка – это когда вот эти самые постоянные желания тебе начинают мешать. Когда ты понимаешь, что одно и то же желание устарело, хочется двигаться дальше, хочется менять как-то это желание, потому что стабильность для стихии огня это не очень удобное, скажем так, ощущение, не очень удобная стихия. Это скорее то, что мешает развиваться. Огонь постоянно движется. Вы же не видели? Ну, замерший огонь. Замершего огня не бывает. Бывает постоянно меняющийся огонь, поэтому четверка, постоянные желания, они начинают потихонечку расти, потихонечку меняться. И плавно переходят в пятерку, где вы пытаетесь доказать другому партнеру, что ваше желание лучше, чем его. Да, чья палка длиннее, чье желание лучше. Но об этом уже в будущем. По работе это стабильная работа, постоянная. Четверка пентаклей говорит о постоянной работе, на которую вы каждый день ходите снова и снова, снова и снова. То занятие, которым вы хотите заниматься долго. В отношениях это то желание, которое вам помогает реализовать партнера, и вы хотите, чтобы он продолжал помогать вам реализовывать это ваше желание. Либо вы помогали реализовывать желание другого человека. Как-то так. В общем и целом, я думаю, что тут понятно с большего, да? Хорошо, перевернутая стабильность, само собой, говорит о том, что кому-то что-то не очень нравится, то, что происходит, да. Оно, конечно, понятно, одно и то же, но уже скучно, хотелось бы чего-то нового. Точно так же, как в одной и той же форме, мы понимаем, что одно и то же желание, постоянство желаний губит, мешает как-то развитию всего этого дела. Поэтому уже становится, ну, скажем так, грустновато чуть-чуть, да, если без всякого развития стоят эти палки, покрываются плесенью, скажем так. Что в отношениях, что в работе по четверке жезлов может произойти, выгорание по перевернутой четверке жезлов. Может произойти выгорание. Почему? Потому что одна и та же работа. Когда вы осуществляете постоянно одно и то же желание, выраженное в каком-то рабочем процессе, рано или поздно это вам, приедается. И выгорание и состоит как раз именно в том, что вам надоело делать одну и ту же работу. Вы не то чтобы не получаете результат, вы получаете результат, но он слишком стабильный, слишком привычный, слишком предсказуемый результат. Отсутствует интрига по поводу будущего. Вот это перевернутая четверка жезлов. Татьяна подошла. Здравствуйте, Татьяна. Извините за опоздание. Ничего страшного, запись всегда можно посмотреть. Рад, что вы подошли. Так, ну что, вот такая четверка жезлов. Да, то же самое и в жизни. Если не то, чтобы у вас угасает страсть, по четверке не происходит никакого угасания. По четверке происходит закрепление желания. Оно просто перестает развиваться. Оно становится таким же, как и вчера. Вот эта скукота порой мешает. Понимаете? Как-то так. Вот. Для развития желания нужна конкуренция. И очень часто, скажем так, пятерка жезлов может говорить о том, что человек начинает ревновать, либо пытаться представить мнимую конкуренцию. Вот мужчина за мной ухаживает, и женщина может показать это мужу,
Да, что вот смотри, за мной кто-то ухаживает, чтобы вызвать ревность в муже и вызвать вот новое желание с более свежей страстью ринуться в бой. Да? Вот такое происходит, если перевернутая четверка неправильно воздействует на человека. Человек пытается выйти из стабильности семейной жизни каким-то необычным, не очень правильным методом. Ревность не самое лучшее, что вы можете сделать в развитии семейных отношений. Хорошо. Что у нас по четверке мечей? Ну, как я уже говорил, тройка мечей, да, мы с вами помним, что это какие-то выводы, которые вы сделали из, допустим, общения с другим человеком. Какая-то мысль, которая появилась у вас после того, как вы посмотрели на ситуацию под разными углами, с разных точек зрения, обдумали ее, да. И вот эти выводы логичные, они, конечно, могут мешать вам в развитии отношений, потому как зарождают у вас сомнения. Это негативное перевернутое значение карты. Я напомню, да, там у нас на прошлой лекции было ощущение того, что, ну как, информация была о том, что вот эти сомнения, да, которые зародил Иисус в разуме святого Августина. Да? Ты создал нас для себя и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. Желание успокоения, но по тройке мечей ты никак не можешь найти это успокоение, потому что ты делаешь какие-то выводы, ты понимаешь, что вот твоя точка зрения, а вот точка зрения Иисуса. Да, и все. И вот теперь что-то с этим надо делать. Знание о том, что ты жил раньше неправильно, потому как Иисус показал, как правильно, зарождает в тебе сомнения своих собственных, правильности своих собственных действий. И вот с этим ощущением ты постоянно живешь, существуешь, развиваешься и пытаешься изменить себя к лучшему. По четверке мечей. Как же изменить себя к лучшему? Да? Как правильно что-то сделать? Слишком скоротечные выводы, исходящие из тройки мечей, могут нас заставить совершить ошибку. И чтобы этого не было, логично нужно сесть и обдумать эту свою мысль. То есть пришли мы по тройке мечей к какому-то выводу. Давайте посидим, подумаем хорошенько. И еще раз, и еще раз, и еще раз подумаем. Да? 7 раз отмерь, 1 отрежь. Что у нас за человек, который лежит на карте? Это рыцарь, который, скажем так, упокоился. Это часовня с надгробием рыцаря, который не спит, который, собственно, умер. Но, само собой, это не столько намек на смерть, сколько намек на то, что человеку нужно побыть в часовне, нужно побыть одному, обдумать. Как это? Утро вечером мудренее, давай ляжем поспать, да, с утра решение само придет нам в голову. Дело в том, что у масонов практиковался такой обычай. Перед тем, как посвятить нового, скажем так, человека в какую-то ступень масонства, следующую, ему предлагалось там одну ночь, либо одни сутки, либо 3 суток, 3 ночи подряд побыть одному в одиночестве. Чаще всего это делалось в какой-то часовне. Почему? Потому что часовня — это, в принципе, место для того, чтобы человек пообщался с Богом. То есть проговорил ему свои мысли, понял, как бы, что в этих мыслях правильно, а что неправильно, да? И таким образом нашел в себе божественный ответ на эти свои мысли, на эти свои сомнения, которые мы с вами видим в тройке мечей. Так вот, когда человек приходит за ответом к Богу, он должен произнести это вслух, повторить свои мысли. И то божественное откровение, которое у него появляется, и является ответом на его вопрос. Скажем так, современные ученые считают, что вот этот такой процесс, да, откровений перед Богом, просто позволяет подсознанию, интуиции расставить все по полочкам, еще раз обдумать и в конце концов найти ответ на свой вопрос, который и так находится в вас. Это если мы в Бога не верим. Да? Если верим в Бога, то соответственно, мы с вами видим то, что происходит на четверке мечей. Человек молится, человек пытается найти в себе божественный ответ на свой вопрос. Да? Таким образом, что у нас происходит по четверке мечей? Если мы помним предыдущие четверки, у нас с вами волшебным образом идет повторение.
Цикличность. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре по четверке пентаклей. Постоянство желаний. Еще раз и еще раз и еще раз одно и то же самое хочу. Да, с тобой повторяю свои желания. Мое желание стабильно, повторяемо. Потому что желание не может быть одним. Желание все время меняется, но когда ты повторяешь его, это каждый раз новое желание, но оно одно как бы и то же. И вот четверка мечей — это та же самая стабильность, та же самая повторяемость, только уже в мыслях. Повторяемость идей. Ты прокручиваешь их снова и снова в голове, пытаясь найти ответ на свой вопрос. Пытаясь найти ответ на вопрос, как же мне справиться с проблемой? Как же мне победить мои проблемы? Вы, конечно, к этому приходите в пятерке мечей. Вы побеждаете своих противников. Но для этого сначала нужно спланировать, тщательно обдумать свои действия. Еще раз и еще раз погрузиться в себя, уйти во внутреннюю, скажем так, часовню, отгородиться от внешнего мира, чтобы ничто не мешало повторяемости хода ваших мыслей. Это медитация, может быть, которая позволяет вам, опять же, найти ответы подсознательно на свои вопросы. Если вы повторяете одну и ту же фразу снова и снова, ом мане падме ом, да, вот та самая мантра, которую вы поете, которая позволяет вам привести мысли в порядок, очистить эмоции и найти, в конце концов, ответ на вопрос, как надо правильно жить, да. Вот. Перевернутая четверка мечей, конечно, может говорить о некоторой замшелости, о том, что вы постоянно выбираете одни и те же способы решения своих проблем. Постоянно приходите к уже известному вам ответу. Используйте одну и ту же мысль, один и тот же способ действия. Используйте одну и ту же информацию снова и снова, повторяйте выигрышную позицию. Это если прямая карта. Если перевернутая, то вот это повторение по итогу позволит вам остаться далеко позади, просто потому что тот, кто не развивается, тот как бы может проспать всю свою жизнь. А жизнь — это развитие. Вот. По работе. Что значит эта карта? Это некий налаженный способ действия, который вам нравится. Да? Вы знаете, как сделать то, что вам нужно. Вы делаете это определенным способом, определенным рецептом. Да? Добиваетесь итога того же самого, который и в прошлый раз у вас получился благополучно. Да? Если вы знаете, как отправить факс, да, вы его отправляете снова и снова и снова, просто потому что знаете, что там определенная последовательность действий. Вставил лист, нажал на, дозвонился, нажал на кнопку, передача пошла. Я не знаю, вы относитесь к тем людям, которые использовали факс? Я как-то в своей работе, давно-давно еще, когда работал там и в банке, и в других интересных местах, использовал факс, да, сейчас другая последовательность событий для других действий, но тем не менее, вот почему-то факс мне сегодня так вспомнился. Одно и то же, один и тот же лист, да, разным людям одни и те же действия. Если вы делаете какую-нибудь рассылку, да, факсом, один и тот же лист снова и снова пересылаете одним и тем же людям. Массовая рассылка, опять же, по четверке, когда вы одну и ту же информацию рассылаете повторно, рассылаете разным людям, просто повторяйте одни и те же действия. Вот как-то так. По поводу личной жизни. Это нахождение ответа, попытка найти ответ на свой вопрос, какие-то действия, которые вы производите в отношении другого человека. И вам нужно понять, что для вас лично является правильным действием. Для этого нужно просто повторить то, что у вас раньше получалось хорошо. Нашли вы какой-то ответ, да? Вот есть способ действия вашего партнера, ваш способ действия. Вы приходите к какому-то одному способу действия, да, и просто вот этим способом действия повторяете. Какое-то слово у вас действует, да? Например, муж не хочет вам разрешать по пятницам встречаться с подружками и там пить шампанское в каком-нибудь веселом баре. Да? По тройке мечей вы находите, скажем так, нужную комбинацию слов, которая позволяет вам убедить его. Да? Ну, пожалуйста. И глазами так делайте. И вот это вот «ну, пожалуйста» по четверке мечей будет действовать у вас долго. Когда вы одним и тем же способом воздействуете без изменений, оно у вас получается. Зачем менять то, что хорошо работает? Да? Хорошо работает, пусть оно там себе хорошо работает.
Вот. Перевернутая четверка мечей — это когда рано или поздно вы понимаете, что нет ничего нового, что у вас из вариантов действия только хорошо известные вашему партнеру слова, которые уже не производят нужного эффекта. По четверке мечей ваш меч затупился от частого и постоянного использования, вы его не обновляли, да, вы не меняли эти мечи, один и тот же меч от использования тупится. Вот. Поэтому потихонечку нужно двигаться в пятерку с пониманием того, что хотя бы формулировку своих желаний надо менять, потому как острота мыслей со временем теряется. Очень интересная эта карта, если мы будем вспоминать с вами этот самый, как его, фильм. Помните такой фильм «Ви» по Гоголю, да? «Вечера на хуторе близ Диканьки». И вот история про Фому Брута, который 3 ночи должен был провести в одних и тех же действиях, в повторяемых действиях, в часовне, огородиться кругом, да, и бороться со всеми теми чертями, которые лезли на него со всех сторон в этой самой часовне. Вот четверка мечей — это, скажем так, та самая зона комфорта, в которой вы пребываете в относительной безопасности, потому что очертили себе этот круг мелом и повторяете «Отче наш», как Фома Брут, да, читает «Отче наш», это помогает ему отгонять этих самых демонов, своих внутренних демонов. По четверке мечей вы разбираетесь с собой в первую очередь. Почему с собой? Потому что вы находитесь в уединенном месте, и кроме как с собой, и с Богом, поговорить нельзя. Да, вы говорите только с собой и только вот, собственно, с Богом внутри себя. И вот та самая молитва, тот самый «Отче наш», помогает успокоить эмоции, успокоить свои мысли. И правильное решение начинает из-за вот этого опустившегося уровня эмоций, начинает всплывать само, начинает приходить вам в голову. Ваш правильный образ действия. Мало ли какие мечи там висят на стене, есть ваш правильный, который принадлежит вам. И вот за ним нужно ухаживать, его нужно затачивать, держать в постоянной боевой готовности, чтобы была возможность двигаться потом дальше. В общем, та самая стабильность, повторяемость мыслей, повторяемость действий, которая приносит вам результат, но в перевернутом положении вы начинаете понимать, что уже сам результат этот вас перестает устраивать. Потому что жизнь меняется, проблемы меняются, а вы все еще привычными методами пытаетесь решить проблемы, которые уже изменились давным-давно. Вот это перевернутое значение четверки мечей. Так, окей, хорошо. Сейчас мы с вами о четверке кубков поговорим. Я только сделаю небольшую паузу, потому что мне нужно чай принести, сделать глоток чая, потому как горло пересохло и становится не очень комфортно говорить. Сейчас вернусь, не теряйтесь, буквально 30 секунд. Так, ну что, я вернулся, да, чаек принес, мятный чай, очень рекомендую, если горло немножко саднит от того, что вы много говорите, да, вот, очень помогает. Ну и опять же, это успокаивающее средство такое, достаточно результативное, действенное, поэтому вот, мятный чай, да и вообще просто это вкусно. Хорошо, четверка кубков. Ага, вопрос у нас есть от Татьяны. Татьяна у нас любит на практических занятиях задавать вопросы. Это радует. Хорошо, когда ученики задают вопросы, это значит, что движутся в каком-то направлении. Это отлично. Можно ли сказать, что по четверке мечей в личной жизни, если что-то не получалось, нужно обдумать и принять другую тактику действий, чтобы опять не вернуться к тройке и не причинять тем самым себе боль?
Я бы не сказал. По четверке мечей как раз у нас сохраняются те же самые действия. Потому что это повторяемость действий. Это определенный ритм мысли, который вас приводит к одному и тому же выводу на постоянной основе. Да? Там может быть один и тот же способ осмысливания своих проблем. Результаты могут быть другими, но это тот же самый способ. Да? По четверке мечей вы повторяете одни и те же слова. Это волшебным образом помогает решить проблему, с которой не нужно находить ничего нового. Если вы пытаетесь снова и снова решить одну и ту же проблему, вполне можно действовать одним и тем же способом. Грубо говоря, если ваш ребенок не хочет уснуть, да, с трудом засыпает, и вы нашли нужную колыбельную, которая его стопроцентно утихомиривает, да, и заставляет уснуть, зачем вам менять что-то, да? Вам нужно повторять одну и ту же песенку снова и снова и снова. Там про серенького волчка, либо про кого угодно, да, если ребенок засыпает, ничего менять не нужно. Если же не получается, да, ой, секундочку, виноват, у меня тут бунт машин. Если же не получается, как вы говорите, допустим, личная жизнь, там на самом-то деле не важно, что личная жизнь, что какая-то другая, действие этого человека происходит по одному и тому же алгоритму, вот по этому самому алгоритму развития чего-то. Если же не получилось, по четверке мечей, по прямой, нужно обдумать еще раз тщательно. Побыть одному, обдумать. Не нужно предпринимать ничего нового. Нужно еще раз обдумать. И еще раз, пока вы не найдете ответ на свой вопрос. Ответ может быть другим, конечно. Тем, который, ну, скажем так, ситуация могла измениться, но образ ваших мыслей мог оставаться прежним. Но этот образ ваших мыслей может вам выдавать новый результат в новой ситуации. С одной стороны, это привычное действие, с другой стороны, это привычный образ мысли, который может выдавать новые итоги. И вот эти новые итоги мы с вами видим, как они реализованы в пятерке. В пятерке у нас что-то получается. Если у вас тут не получается, вам выпадает четверка мечей, подумайте еще раз. Еще раз. Еще с 4 разных точек зрения подумайте. Скажем так. Перевернутая четверка мечей будет вам говорить, что возникшая опять проблема, если у вас что-то не получается, перевернутая четверка мечей будет вам говорить о том, что у вас и не получится, если вы будете продолжать вот так же пялиться на ту же самую проблему с 4 разных точек зрения. Перевернутая карта — это, как правило, против. Вот. Привычный образ мысли вам не поможет решить проблему. Прямая четверка мечей, привычный образ мысли, поможет вам найти ответ на ваши вопросы. Вот. В общем, необходимость принимать другую тактику действий, на это указывает скорее перевернутая четверка. Она намекает на то, да, что стабильность вам уже скорее мешает, работает против вас. Вот. А вернуться назад в тройку, ну только если вы опять придете к мнению о том, что нужно договариваться как-то с партнером по старому способу, так как раньше работало. В принципе, неправильное прохождение четверки само за собой влечет возврат в тройку. Возврат к каким-то сомнениям. Понимаете? Вот. Правильное прохождение четверки постепенно вам покажет выход из ситуации, победу, ну и дальше уже по ряду мы будем двигаться дальше. Пока я могу вам сказать, ну вот на уровне этой лекции, что четверка мечей — это привычный образ мысли, который нужно постоянно прогонять в голове, как вот эти вот, знаете, как вы ходите по 4 углам в попытках что-то понять. Вы же находите, в конце концов, ответ на свой вопрос. Если замыкаетесь в себе, в своих мыслях, для себя отчетливо понимаете, как вам нужно решить эту проблему. Вот, как-то так. Давайте по кубкам пройдемся, да? Сколько у нас времени прошло? Ну, уже почти 1,5 часа, час-то точно. 4 кубков. Помните, 3 кубков, да? Радость, которая чувствуется у нас в жизни. 3 радости жизни, богини веселья и радости жизни. Олицетворение изящества и привлекательности. Хариты, да? Или грации.
если мы берем уже древнеримский вариант. Да, это радоваться жизни здесь и сейчас. Это умножать свои радости путем того, что ты общаешься с другими людьми примерно в рамках тех же самых эмоций. Чужие эмоции увеличивают ваши эмоции. Да? Чужие печальные эмоции усиляют ваши печальные эмоции, само собой. Да, я это и имел в виду. Ну вот, собственно, хорошо. По 4 кубков, что мы с вами видим? Человек, который сидит под деревом, характерным образом скрестив руки и ноги. Первое, что он вспоминается, это, конечно, Будда. Да? Почему? Потому что Будда сидел под деревом 7 лет в попытках познать просветление, да? Пока он жил там у этих самых, у аскетов. Да? Ничего не ел, не пил, что само приползло, то ел, что с неба вода в рот упала, дождь пошел, попил. Да, вот и все, собственно, действия Будды в момент попыток найти истину в жизни. Тут мы с вами, конечно, видим Будду. Обычно, традиционно по этой карте нам сообщают, что тут человек отказывается от чего-то, да, он замыкается в себе, он не хочет принимать ничего нового. Ну, как бы, толика истины в этом утверждении есть, однако давайте поймем, попытаемся понять, почему он отказывается, и от всего ли он отказывается вообще. Что у нас идет по этой карте? Во-первых, если вы не видели кино «Маленький Будда», да, я очень вам советую, там отлично показано, так, скажем так, коротенько, но очень емко показана жизнь Будды, Гаутамы, Будда Гаутама, да, Сиддхартха Гаутама. Вот, и есть такой очень интересный момент, когда вот тот самый Мара, да, смерть и разрушение, который является самым главным врагом человека, да, человеческого сознания, вот такой демон-искуситель, он соблазнял Будду видениями красивых женщин, своих дочерей, да, те самые дочери Мары, это радости жизни, те самые хариты, да, которыми Мара соблазнял Будду, который искал какого-то духовного прозрения, а он его соблазнял мирскими радостями, да? Те же самые видения обнаженных женщин мы с вами видим в историях христианских святых. На них насылал этих вот обнаженных женщин дьявол, да, в попытках соблазнить, свернуть с пути истинного, божественного. И тут мы с вами видим, как для того, чтобы понять, что на самом деле является для нас важным, главным, ценным, человек пытается отказаться от этой радости, вот, и понять, какая из правильных эмоций ему помогает найти истинную радость в жизни. Это как бы такое глубокое философское значение, да? Но таким образом у нас еще выпадает и перевернутое значение тройки предыдущей, да? Что если вы слишком глубоко будете погружаться в радости жизни, да, то, ну как в том фильме, излишества всякие нехорошие. Слишком много приятного, это тоже плохо. Поэтому по 4 кубков нужно остановиться, подумать, осознать свои эти самые эмоции, понять, какие из них для вас правильные, а какие неправильные. Для этого нужно повторить эти самые эмоции, прокрутить в голове. И вообще 4 у нас тут как бы соединяет в себе идею всех этих 4. Повторяемость, некая стабильность одного и того же. Потому что такое сохранность? Это повторяемость формы. Что такое, скажем так, стабильность желаний? Это повторение одного и того же желания. Что такое, скажем, стабильность мысли? Это повторение одной и той же мысли снова и снова, да, одного и того же способа действия. Одни и те же эмоции, которые вам помогли в тройке. Вот в 3 кубков вы порадовались чему-то вместе с другим человеком, уловили эту радость.
По четверке вы пытаетесь повторить ту же самую радость, те же самые эмоции. Вы находите те же самые эмоции в общениях с одними и теми же людьми. Вы чувствуете возможность любви. Вы находите человека, который разделяет эти ваши эмоции. По тройке кубков у вас начинается какое-то слияние этих эмоций. Вы получаете какую-то новую эмоцию от общения с человеком, в которого вы влюблены. По четверке кубков вы пытаетесь закрепить эту самую эмоцию. Пытаетесь добиться одного и того же путем повторения того действия, которое у вас в тройке получилось. Любите одного и того же человека. Это стабильные отношения, эмоциональные. Во-первых, как в своей работе, да, потому как, у нас же кубки выпадают и на рабочие расклады. Это то, что вам нравится в вашей работе, и то, что вы повторяете снова и снова и снова. И это то, что вам нравится в отношениях с вашим любимым человеком, и вы пытаетесь поймать, повторить вот ту же самую эмоцию, чтобы он снова сказал «я вас люблю». Да? «Я тебя люблю», это можно слушать бесконечно, 3-4 раза, пожалуйста. Одна и та же эмоция никогда не наскучит, если она положительная. По перевернутой четверке рано или поздно начинают наскучивать, потому что, переедаются эмоции в конце концов. Потому как эмоции по воде это что-то текучее, да, это пассивная, конечно, стихия, иньская, но тем не менее вода более подвижна, чем земля. Поэтому рано или поздно любой кофе вам начинает приедаться, да. Причем перевернутое значение — это вот то, что вам не может приесться, то, что снова и снова заставляет вас возвращаться к уже известным эмоциям. Зависимость вот эта, она уже может быть плохой. Да? Вы можете поддаться на иллюзию Мары, снова и снова испытывать одни и те же эмоции. Там и алкоголь, и наркотики, вообще кубки, они показывают очень часто проблемы, перевернутые кубки. Часто показывают проблемы с алкоголем, потому что, во-первых, форма кубков этому способствует, да, чтобы человек думал о том, что там что-то пьют. Наверное, алкоголь, раз карта плохая, да. Во-вторых, алкоголь, он является усилителем эмоций. Он вашу печаль умножает, вашу радость увеличивает, да. Поэтому по перевернутой четверке кубков вполне вероятно, что может быть проблема с постоянным, скажем так, возвратом к одному и тому же ощущению по алкоголю. Но прямое значение карты, наоборот, говорит о том, что что-то привычное, приятное что-то вызывает желание снова и снова это делать. И ничего плохого тут нет, пока это вам не мешает двигаться вперед. Например, я очень люблю приводить, скажем так, такой вот образ для четверки кубков. Приходите вы к какому-то начальнику, да, Иван Иванович такой есть, за решением своего вопроса. И вы знаете, что этот вопрос, скорее всего, будет решен положительно, потому что там осталась одна печать всего-навсего, и все говорят, что Иван Иванович сам очень положительно относится к вопросам такого рода, да, то есть у вас нет сомнений в том, что ваша проблема будет решена. И вот вы приходите в приемную, это, допустим, я не знаю, где-нибудь в «Газпроме», да, шикарная приемная, кожаный мягкий уютный диван, журнальный столик, заваленный там какими-то интересными журналами, последними, новыми, свежими. Телевизор показывает какое-то приятное, там, я не знаю, видеоряд. Какая-нибудь музыка с видеоклипами идет. Да? Секретарша, милая, общительная, вам предлагает кофе. Приносит вам чашку кофе, вы понимаете, что вау, какой вкусный кофе, как раз мой любимый. Да? И вы погружаетесь вот в это вот ощущение. Почему? Потому что Иван Иванович пока занят, у него совещание, сообщает вам секретарша, говорит, вы подождите немножко. Почему бы не подождать, если ситуация приятная, если вам нравится, то можно и подождать. Вы не торопитесь никуда, вы знаете, что проблема будет решена сама собой как бы. Вот, и вот вы пьете одну чашечку кофе, потом еще одну чашечку кофе, потом еще одну чашечку кофе. И... Так, ай-яй-яй. Так, ну тут я пока ответить не могу.
потом еще одну чашечку кофе, да, и вы видите, что секретарша несет вам 4-ю чашку кофе. Там уже прошло 1,5 часа, она вам несет 4-ю чашку кофе. И вы понимаете, что, наверное, придется еще посидеть. Но вам неплохо. Диван удобный, телевизор приятные вещи показывает, журналы интересные. Секретарша на любопытные темы с вами общается. Ну, так здорово, ничего плохого, мухи не кусают, да? И вы понимаете, ну, еще чашечку кофе выпью, почему и нет? Мой любимый кофе. И вы знаете, что в этой чашке, вы знаете, что тот же самый кофе, но вы принимаете ту же самую эмоцию, то же самое ощущение. Вот. Перевернутая карта говорит о том, что вам уже этот кофе приелся, и когда вам несут эту 4-ю чашку кофе, вы понимаете, что вы уже засиделись, да? Что одна и та же стабильная эмоция вам уже начинает действовать на мозг, начинает раздражать, да? Как так, опять этот кофе. Я, конечно, кофе люблю, но 3 чашки уже выпил, 4-ю несут, и вы понимаете, что это та же самая эмоция, тот же самый кофе, и вам еще 15 минут как минимум нужно будет ждать. Вот это уже вас начинает раздражать. И в 5 кубков вы пытаетесь уйти из раздражающей вас ситуации. Там, где больше минусов, чем плюсов. Но это тема следующей лекции. А у нас пока 4, да? И вот в работе 4 кубков это то, что вам нравится, и то, к чему вы возвращаетесь снова и снова. То, что вызывает у вас одни и те же эмоции, да? Сдаете вы квартальный отчет и радуетесь, да? И вот к этой эмоции вы идете весь квартальный отчет. Через повторение чего-то, да, понимание того, что снова и снова, каждый год, 4 раза в год приходится сдавать квартальный отчет, но вот та радость, которая возникает у вас после сдачи отчета, перекрывает все минусы вот этого. И вы начинаете заниматься этим квартальным отчетом без всяких негативных эмоций, потому что знаете, что вот сдам, и будет у меня там, я не знаю, 2-3 дня отдыха. Классно, можно будет ничего не делать вообще. Вот. Перевернутая 4 это когда вы снова и снова думаете, боже, опять этот квартальный отчет, уже сколько раз мы их видели, сделаем, сдадим, порадуемся пару дней, а потом опять те же самые как бы рабочие будни. Вот 4 пентаклей, 4 кубков перевернутая, это такая, ну скажем так, тягомотина, повторяемость, будни, которые вас уже утомили, потому что не дают вам никаких новых эмоций, никаких новых ощущений. Вот приелись, скажем так, приелась работа, приелись те эмоции, которые вам дают. То же самое и с партнером. Если карта прямая, значит, что партнер, который вам каждое утро носит кофе в постель, да, радует вас, и вы согласны, окей, давай, пусть это будет каждое утро. Но через некоторое время, когда вы уже привыкаете, вы просыпаетесь с мыслью о том, так, что у нас сегодня, что-нибудь интересненькое, а нет, опять он тащит этот кофе в постель. Хоть бы, я не знаю, там шампанского перенес, хоть что-нибудь бы новенькое, нет, опять этот кофе в постель. Оно поначалу приятно, но мало-помалу, со временем начинаешь понимать, что к хорошему привыкаешь быстро. Вот, а негатив, он начинает выходить на передний план. И вот этот негатив, который выходит на передний план, он у нас присутствует в 5 кубков, да. А вот эта перевернутая карта может вас привести к каким-то проблемам. К пониманию того, что надоел уже этот кофе, и мужик этот тоже надоел. Вот, хотя либо кофе, либо мужик очень даже может быть ничего себе такой, да? Ну, просто повторяемость это уже, ну, как это, оскомину набило. Вот это перевернутое значение 4. Как-то так. Прямое положение может ли говорить о скуке и нежелании что-либо менять в своей жизни для дальнейшего развития отношений? Нет. Прямое положение как раз говорит о том, что вот повторяемость эмоций, наоборот, приводит вас в благостное расположение духа. Да? Вы повторяете эту мантру «Ом мане падме ом», и вам становится хорошо. Но когда эта мантра вас начинает, ну как, уставать, вы думаете, о боже, опять эту мантру читать, тогда становится скучно. Тогда карта перевернутая. Прямая карта говорит о повторяемости эмоций, и это хорошо. Перевернутая карта говорит о повторяемости эмоций, и это плохо. Вот и все.
одно и то же может как бы являться источником разных выводов. Если оно вам нравится, если оно вам не нравится. И тут я вам еще раз повторяю, что, скажем так, карта — это одно и то же, что в прямом, что в перевернутом значении. Но вот как вы относитесь к этому, вот это уже для вас либо хорошо, либо плохо. Повторяемость, она и есть повторяемость. По всем четверкам идет стабильность. Повторяемость. Кошка всегда падает на 4 лапы. Стабильно, повторяемо. И когда для вас это новое, интересное, вам это нравится. Но когда вы знаете, что ну что ее там ронять, то кошка она все равно упадет на 4 лапы. Вам это наскучивает. Не то чтобы кошка начинает на спину падать. Да? Ничего подобного. Как падала на 4 лапы, так и падает. Но вам это уже не интересно, и вы уже не видите в этом ничего хорошего. Тогда карта переворачивается для вас. Прямая либо перевернутая карта говорит об отношении человека к тому, о чем говорит карта. Надоела эта черная икра. Совершенно верно. Вот прям отлично. Отличный пример. Спасибо, Мария. Да, сколько можно эту икру? Хлеба дай мне. Вот хлебушка бы, которого уже давно не ел. Повторяемая черная икра ложками. Да-да-да, отличный образ. Хорошо. Ну вот как-то так. Как-то так получается у нас. В общем, четверки достаточно понятные карты. Просто потому, что интуитивно человек улавливает вот это ощущение повторяемости ритма. И очень легко можно объяснить все 4 четверки вот этим раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вы чувствуете повторение? Это либо повторение формы, да, либо повторение желания, либо повторение мысли и действий, либо повторение эмоций. Вот. Это может быть эмоциональная невовлеченность. Смотрите, эмоциональная невовлеченность может быть в четверке перевернутой, когда человек замыкается только в своих эмоциях, вот, которые он привык ощущать. Да, он замыкается в этой четверке, в перевернутой, и все. И никакие свои эмоции вы не можете вовлечь в этот процесс. Вы не можете впихнуть ему вот в этот повторяющийся эмоциональный ритм ничего своего нового. Потому что он сосредоточен только вот на тех эмоциях, которые ему нужны и важны. Вот это перевернутая четверка кубков. Скажем так, я бы не сказал, что прямая карта — это не вовлеченность. Прямая карта — это как раз вовлеченность человека в эмоции. Это когда он снова и снова пересматривает свои эмоции, он погружен в них. Вот. И вы понимаете, что эти эмоции — это то, что получилось у вас с этим партнером после определенного правильного взаимодействия эмоционального, после тройки. То есть, грубо говоря, по тройке кубков вы... давайте так. Смотрите. Вы чувствуете, что у вас в сердце есть любовь. Вам хочется делиться любовью с этим миром, потому что, вы одинокий, но добрый человек. По двойке кубков вы встречаетесь с каким-то молодым человеком и чувствуете, что у него есть точно такое желание, как у вас. И вы определенным образом ему нравитесь, и он вам нравится, и вы чувствуете, что вот это одна и та же эмоция просто у разных людей, да? Вот, по тройке кубков взаимодействие с этим молодым человеком вызывает у вас радость, да? Ему приятно с вами общаться, и вам приятно с ним общаться. И вот ваши эти вот эмоции сливаются в одну такую эмоцию. Приятный результат, когда вы общаетесь с ним вместе в каком-нибудь в ночном клубе, да, вместе с ним веселитесь, танцуете, да, там выпиваете что-то приятное, коктейли какие-то. Четверка кубков — это когда вы разошлись по домам, и вы дома сидите одна, да, и вспоминаете, как вам с ним было весело, здорово. Прокручиваете эту ситуацию снова и снова и снова, и думаете: надо еще раз с ним сходить, было клево, здорово, надо повторить. Вот это четверка. Конечно, это вовлеченность, это повторяемость, и это результат эмоций ваших и другого человека, и результат взаимодействия эмоций ваших и другого человека, который человек себе проматывает. По этой же четверке молодой человек может испытывать тоже очень положительные эмоции, сидя там у себя дома после встречи с вами.
Но четверка чаще всего это все-таки погруженность в какие-то свои эмоции. Вот. Не обязательно это плохо. С другой стороны, если тройка кубков была перевернутая, да, если вам не понравилось общение с молодым человеком, вы домой приходите, да, и постоянно прокручиваете в голове: боже, как я себя глупо вела, боже, как он там гнусно смеялся, либо что-то такое. И вот эта вот эмоция снова и снова, и вы никак не можете избавиться от этой повторяемой эмоции. Думаете: боже, да никогда в жизни я так больше делать не буду. Поэтому нужно хорошенько запомнить, чтобы не повторять этого больше. Вот. Это может быть возможность, которая игнорируется, не замечается. Возможность — это скорее мечи либо жезлы, потому что эмоция — это эмоция, а возможность — это либо действие, либо, скажем так, желание по осуществлению. Ну, это либо желание, да, либо какие-то определенные мысли и действия по осуществлению этой самой желания. Огонь и воздух, они, как правило, работают в паре. Это, скажем так, очень сходные стихии, очень рядышком. Вот если вы что-то хотите, вы, конечно, начинаете думать, как это сделать. А если вы думаете, как это сделать, то, конечно, вы должны сравнивать это с предполагаемым желанным результатом. Да? То есть вы должны все время свой воздух подогревать этим огнем, а этот огонь подпитывать свежим воздухом, да, чтобы не погас. Это очень родственные стихии, очень близкие. Поэтому вот возможность, да, которая игнорируется, это скорее четверка мечей. Потому что по мечам мы игнорируем, убираем, отрезаем, обрубаем то, что нам не нравится, убираем в сторону. И если вы, допустим, где-то там в общении с молодым человеком предлагаете ему какую-то мысль, да, а он по перевернутой четверке мечей обдумывает одно и то же и просто обрубает вот этими повторяющимися мечами, да, ваше предложение, конечно, будет игнорировать ваши мысли, если по перевернутой четверке мечей он постоянно думает только одно и то же и не хочет ничего туда вовлекать. Может, это чувства, которые игнорируются. Смотрите, дело в том, что вы добавляете какие-то новые вводные, новые данные, которые относятся к разным стихиям. Игнорирование — это мечи, это мысли, это я делать хочу, это я делать не хочу. Да? А вот чувства — это вот те самые эмоции, которые человек испытывает. И к мыслям они вообще мало относятся, потому что эмоции — это эмоции, а мысли — это мысли. Это разные стихийные понятия. Но когда человек что-то делает, обдумывает свои эмоции, конечно, он сплетает все эти 4 стихии в одно. Потому что, ну как сказать, каждая стихия, она не бывает отдельно. Это я пытаюсь вам представить как бы наиболее приближенные к отдельной стихии примеры. А когда человек взаимодействует с другим человеком, там работают все 4 стихии. Просто какая-то из них в этот момент более ярко играет. Например, когда человек упивается радостью общения, да, это, конечно, кубки включаются, но когда он начинает обдумывать, так, стоит ли вообще это делать, тут включаются мечи. Когда физическое берет верх, человек понимает, что я ничего не могу поделать, хочу и все, тут вот прям тело хочет. Это пентакли начинают работать. А когда человек понимает, что мои желания основаны на том, что хотят люди вокруг, некий социум включается, да, взаимодействие с вашим партнером на уровне желаний, вот тогда уже огонь выходит на передний план. Но это не значит, что все другие стихии гаснут. Они чуть-чуть пригасают, скажем так, но сохраняются. Всегда есть вот этот вот тетраморф. 4 стихии всегда работают вместе. А по какой карте идет пресыщение эмоциями, чувствами и т.д.? Скажем так, наверное, вот по перевернутой четверке кубков. Пресыщение не то чтобы переполнение, а повторяемость. Пресыщение — это когда много. Может быть, 7 кубков в перевернутом положении. Пресыщение. 7, 8 тоже может значить, 9. А вот когда уже много этих кубков, да, тогда возникает ощущение, ну, в перевернутом положении, само собой, что что-то их многовато как-то. Пресыщение бывает разным по разным причинам.
По семерке, допустим, вы вынуждены выбирать что-то, и множество эмоций, множество чувств мешает вам выбрать правильное чувство, и вы можете присытиться вот этим большим количеством эмоций. По восьмерке кубков перевернутом вы чувствуете, что не хватает какой-то одной эмоции, все остальные, да, они не дают вам того, что вы хотите получить по отсутствующей эмоции. Тогда вы пресыщаетесь уже теми эмоциями, которые вам надоели совсем-совсем. Ну, мы в восьмерках будем говорить о том, что восьмерка это две четверки. Это раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, да, в ритме вальса. Определенный ритм просматривается. Если четверка это повторение, да, то восьмерка это уже ритм. Это понимание этого повторения, почему оно повторяется. По девятке кубков по перевернутой может быть пресыщение эмоциями, которые ты испытываешь из-за того, что ты в одиночестве находишься. Да, то есть скучно всегда есть мороженое одному, потому что уже сколько раз ты ел и ничего нового нет, да, просто потому что не с кем поделиться этой эмоцией. Никто не может разделить твою эмоцию с тобой. То есть пресыщениями эмоциями, чувствами может быть по разным причинам. Перевернутая карта говорит о негативе. Вот. А прямая говорит о, о позитиве. Все ясно просто. Теперь ясно, благодарю. Окей. И вам спасибо за своевременный вопрос, за нужный. Ну что, наверное, по четверкам с большего это все. Карты достаточно понятные, достаточно интуитивно понятные, потому как вот эта самая повторяемость, как я уже сказал, просматривается достаточно логично. Раз, два, три, четыре, раз, два, да. Опять же, стабильная четверка, на 4 ножках стол или стул стоит. Точно он не упадет, если его оставить в покое. Он так и будет повторно стоять на том же самом месте. Если вы будете повторно заходить в комнату, этот стол повторно будет находиться на том же самом месте, если его никто не передвинул никуда. По четверке никто никуда ничего не двигает. По четверке все повторяет. Вот как-то так. Хорошо, спасибо всем за лекцию. Подписывайтесь на канал, если вы впервые. Комментируйте видео. Видео выйдет, наверное, через, я не знаю, через полчасика выложу. Пока мы с вами будем заканчивать. Следующая лекция у нас будет в четверг. Ориентировочно. Так, да, сегодня народу поменьше было. Просто, наверное, потому что вторник, не знаю, или как. Вот, но тем не менее, люди присутствовали хорошо. Значит, желаю всем приятных будней. Увидимся в четверг. И до новых волнующих встреч. До свидания.